Есть одна история, связанная с Господом Чайтаньей Махапрабху, когда он еще был в Навадвипе известен как Нимай пандит. So one Digvijay Keshav Kashmiri was coming to Navadvip to challenge the Brahmin scholars there. И один Дигвиджай, который направлялся на Навадвипу для того, чтобы бросить вызов браманам, живущим на Навадвипе. So the Brahmins were worried because Digvijay means he can conquer all directions. И эти браманы были немножко напуганы этим, поскольку титул Дигвиджай означает тот, кто побеждает всех, с кем вступает в спор. And this particular pandit was very famous throughout India. И этот пандит был очень известен по всей Индии. So the Brahmins in Navadvip, they decided to first of all send Нимай Pandit to discuss with him. И браманы решили вначале отправить к нему Нимай пандита для того, чтобы он вступил в дискуссию с ним. Because they thought Нимай Pandit, well, of course, Нимай Pandit was very brilliant scholar, but they thought he's a young pandit from our town, and if he gets defeated, well, we'll have a chance to see that Keshav Kashmiri in action, and then we'll be more prepared if we have to discuss with him. И они подумали, что почему не послали Нимай пандита, несмотря на то, что Нимай пандит был очень хорошо известным и преуспевающим пандитом, но тем не менее, поскольку он был молод, и в случае, если бы он потерпел поражение от Дигвиджая, то это дало бы им повод для того, чтобы решить, как им дальше быть, и, возможно, еще лучше подготовиться к встрече с Дигвиджаем. On the other hand, if Нимай Pandit defeats him, well, we can say, you know, a young pandit from our town defeated you. We don't have to discuss with you. А если Нимай пандит победил бы его, то мы бы могли бы тогда ответить ему, что ну ты потерпел поражение даже от молодого пандита, так зачем нам еще вступать в спор с тобой? So Нимай Pandit met with Keshav Kashmiri on the bank of the Ganges. И так Нимай пандит, он встретился с Кешава Кашмири, с Дигвиджаем на берегу Ганги. And he requested the Pandit, please recite some verses in praise of Mother Ganga. И он попросил этого пандита, чтобы он сочинил какие-то стихи, прославляющие мать Гангу. So immediately Keshav Kashmiri composed 100 verses like the blowing wind. И Кешава Кашмири, он немедленно сочинил около сотни стихов, подобно дуновению ветра. And you know, very beautiful poetry. And Нимай Pandit, you know, glorified. Yes, this is very beautiful. Это была замечательная поэзия, которую Нимай пандит прославил вначале. But he said, I would like to analyze one of the verses. Но затем он сказал, я бы хотел проанализировать некоторые стихи. So please don't become angry. Пожалуйста, не гневайся на это. Then I think the 64th verse, he began to describe, first he described the qualities in the verse, then he began to point out some faults. И, насколько я помню, это был 64-й стих, в котором он вначале сказал что-то о самом стихе, о его каких-то положительных качествах, качестве стиха, а затем он нашел некоторые недостатки в этом стихе. In particular, the Pandit had used some words which meant
the husband of the wife of Lord Shiva. И в этом стихе, как конкретном, этот пандит применил такое сочетание слов. Муж жены Господа. Муж жены Господа. Господа Shivi. Господа Шивы. Господа Шивы. So Нимай Pandit said, this is redundant. You know, you've already said she's the wife of Lord Shiva. So then why are you saying the husband of the wife of Lord Shiva? И тогда Господь Чайтанья сказал, что Нимай Пандит сказал, что это как бы повторение идет, такое же. Ты повторяешь фразу, говоря о том, что это жена, а потом добавляешь, что муж этой жены. Это какое-то такое тавтология. So in this way, he showed the faults, and the Pandit was astonished. How could he even remember one verse by heart? What to speak of pointing out faults in it? И он таким образом указал на этот недостаток. Вот. И это очень сильно удивило этого пандита, потому что он не мог понять, как он смог запомнить это место и точно назвать даже номер стиха. So in the evening, he went home and he prayed to Mother Saraswati that you always defended me and protected me. How come now you have deserted me? И тогда этот пандит, когда вернулся к себе, вечером он стал молиться матери Сарасвати, говоря ей о том, что ты всегда защищала меня и давала мне необходимую силу, и как ты могла сейчас меня опустить до такого уровня? And Mother Saraswati replied, you fool, that this Nimai Pandit is actually my Lord. You should go and surrender unto him. И мать Сарасвати сказала, что ты глупец. На самом деле, Нимай Пандит – это сам Господь, которому я поклоняюсь. Поэтому тебе нужно пойти завтра и предаться ему. So the Pandit followed the advice and he surrendered to Nimai Pandit and became his follower. И Дигвиджай, он последовал этому совету, он предался Господу и стал его последователем. So the Vishnu Priya Devi Dasi is the second wife of Nimai Pandit. Вишну Прия Деви Даси являлась второй женой Нимай Пандита. His first wife, Lakshmi Priya, died at a very young age. Первая жена, которую звали Лакшми Прия, она умерла в раннем возрасте. He had gone to East Bengal for teaching and earning a livelihood. Это произошло тогда, когда Господь Чайтанья, Нимай Пандит, отправился в Восточную Бенгалию для того, чтобы проповедовать и собрать какие-то пожертвования. So, of course, she was very young, but she was staying at the home of Нимай. Она была очень молода, и она жила в доме у матери Шачи. And she couldn't tolerate his separation, and so it said she was bitten by the snake bite of separation. Она не смогла стерпеть этой разлуки, и говорится, что она была укушена змеей этой разлуки. So later, the mother of Нимай, Sachi Devi, she wanted him to marry again. И позже мать Нимай Пандита Шачи Деви попросила, чтобы он снова женился. So she arranged through a marriage maker
this marriage with a Vishnu Priya Devi, who was a daughter of a Brahmana. И с помощью сватов она сделала так, чтобы Господь Чайтанья, он женился вот на Вишнуприи. And well, they lived for some time. I don't know exactly how many years, a few years. But then when Нимай was teaching once, well, actually we should describe that Нимай went to, his father died and he went to Gaya to perform the Pinda, Shraddha ceremony. Затем, что произошло, то, что они прожили какое-то время, не знаю точно, несколько лет, наверное, и в связи со смертью отца Нимая, Нимай отправился в Гаю для того, чтобы совершить поклонение Пинду, предкам. Вот там. And while there, he met Ishwara Puri. И там он встретил Ишварпури. It wasn't the first time, actually. Ishwara Puri had visited Navadvip previously, and he had also visited the home of Nimai Pandit for prasadam. Это было не первый раз, он уже, Ишварпури, он уже приходил на Навадвипу, и в частности, он даже заходил в дом Шачиматы. And Nimai Pandit had greatly appreciated his saintly Vaishnava qualities. И он тогда очень высоко оценил качества, вайшнавские качества Ишварпури, его святые качества. And when he met him again in Gaya, you know, he decided to accept him as his spiritual master. И когда он повторно встретил уже его в Гае, он решил принять его как своего духовного учителя. And from that time on, when he got initiated by Ishwara Puri, he was always chanting the holy names of Krishna in ecstasy. И после получения инициации Чайтанья Махапрабху стал постоянно повторять святые имена Господа. So when he returned to Navadvip, he was a transformed person. Когда он вернулся в Навадвип, он уже была другая личность. Это была уже, он трансформировался уже. Previously, you know, he behaved as a rather proud Brahmana, and he used to have sort of quarrels with the Vaishnavas, and he would engage them in debates about Sanskrit grammar. Раньше он очень вел себя как очень гордый брамана и часто вступал в споры с вайшнавами и даже спорил и ссорился с ними на основе какой-то даже грамматики и прочего. So much so that the Brahmanas, the Vaishnavas, they kind of avoided him. They didn't want to get involved in these kind of quarrels. И вайшнавам не хотелось как-то вот вступать с ним в эти дебаты, в эти ссоры. Они пытались избегать его. So they were also thinking that, but you know, he's a very great scholar. If he would become a Vaishnava, then it would be wonderful. He could help to spread Krishna consciousness so much. И они часто думали, что, обладая такими качествами, которыми были у Нимай Пандита, если бы он стал бы вайшнавом, то он бы смог бы очень совершить очень большое дело, распространяя сознание Кришны таким образом. So when he came back from Gaya, he had a meeting. He called a meeting with the Vaishnavas and you know, explained that he had
been so inspired by Ishwara Puri that, you know, he had taken up chanting the holy names, and he'd become like a madman from chanting the holy names. И когда он вернулся в Навадвипу, он собрал всех вайшнавов, и он рассказал об этих возвышенных качествах Иштвара Пури, и что он принял инициацию, и он постоянно повторял святые имена Господа и вдохновлял других это делать. So the Vaishnavas, of course, were overjoyed. Конечно, вайшнавы были очень счастливы. And from that time, they had regular Sankirtan together. И с того времени у них пошли регулярные совместные санкиртаны совместные. And Нимай also, when he was teaching in his school, he would teach using different names of Krishna. И Нимай, когда он преподавал в школах, он часто повторял различные имена Господа Кришны. Jiva Goswami has actually written a Sanskrit grammar, Harinamamrita Vyakaran, which is all based on using all different names of Krishna and his incarnations. Джива Госвами, он написал книгу, в которой он как раз использует различные имена Господа Кришны. But one day, Chaitanya Mahaprabhu, he was in the ecstasy of the gopis, and he began chanting names of the gopis. Но в один день Господь Чайтанья, погруженный в экстаз памятования о гопи, стал повторять их имена. And some students criticized him. И некоторые студенты стали критиковать его за это. Why you're chanting the names of the gopis? You should chant the name of Krishna. Почему ты повторяешь имена гопи? Надо повторять имена Кришны. So he chased them away. И он тогда их прогнал. And they came back in a big group with other students in a very threatening mood. Тогда эти студенты вернулись с большой группой. Они вернулись для того, чтобы дать отпор в таком настроении. And then he, you know, thought this matter over, that they don't respect me because I'm a grihasta. Better I take sannyas. И тогда Господь подумал, что они не выражают недолжного почтения, потому что я грехастка. Вот, поэтому лучше будет, если я приму саньясу. Then people will show respect, they'll listen to me. Тогда люди будут более почтительны и будут слушать меня. Because generally the saffron cloth, the sannyasis are very much respected. Поскольку одежда саньясы и сама саньяса, она очень почитаема была. So he left then in the night and went to Katwa, where he took sannyas seemingly from Keshava Bharati. И среди ночи он оставил свой дом и отправился в Катву, чтобы принять саньясу у Кешава Бхараты. Actually, he chanted the mantra in Keshav Bharati's ear and asked him, is this the right mantra? So in that way, he actually initiated Keshav Bharati, but technically it seems that he took sannyas from Keshav Bharati. На самом деле, Господь Чайтанья прочитал нужную мантру в ухо Кешава Бхарати, и он эту же мантру потом прочитал ему, и получилось, как будто с одной стороны он принял саньясу у него, а с другой стороны он сам и инициировал Кешава Бхарати. So after his departure, Vishnupriya Devi Dasi, she was constantly chanting the holy names of Krishna. After every round, she would put 1 grain of rice into the pot. And, you know, however many rounds she chanted that day, that many grains of rice she would cook, offer to Krishna and eat. После ухода Господа Чайтаньи Махапрабху
Вишнуприя, она стала совершать аскезу, она непрерывно повторяла святые имена Господа, и после каждого круга откладывала одно зернышко риса. И под вечер то, сколько кругов она повторила, столько было рисинок, из которые она потом приготавливала и съедала именно это количество риса только за весь день. So that's, and throughout her life, she lived very austerely, always absorbed in chanting the holy name of the Lord and worshipping a deity of Gauranga Mahaprabhu. И в течение всей жизни она таким образом повторяла и поклонялась Господу Чайтаньи, божеству Гауранги, она поклонялась в течение всей своей жизни. Then Vishwanath Chakravarti Thakur, today is his disappearance day. Сегодня уход Вишванатха Чакраварти Thakura. So he's one of the great acharyas. I know they call him Rasacharya. He was expert in the rasas of Krishna as they're described in the Srimad Bhagavatam. И он известен как великий ачарья, даже как раса ачарья, потому что он написал книгу о расах Господа Кришны со своими преданными. Well, Rupa Goswami, I think, also has that title because he wrote Bhakti Rasamrita Sindhu. Рупа Госвами также имеет такой же титул, поскольку он написал Бхакти Расамрита Синду. But Vishwanath Chakravarti wrote extensive commentaries on the Srimad Bhagavatam. Но Вишванатх Чакраварти Thakura он написал очень обширный комментарий на Шримад Бхагаватам. And Prabhupada quotes those from those commentaries very often in his purports. He's one of the major commentators on the Srimad Bhagavatam. Шрила Прабхупада очень часто использовал комментарии Вишванатха Чакраварти Thakura из Шримад Бхагаватам. Это один из самых больших источников, которыми пользовался Шрила Прабхупада. He also wrote commentary on the Bhagavad Gita. Также он написал комментарий на Бхагавад-гиту. So he is a very important acharya in our sampradaya. И поэтому он очень важный ачарья в нашей сампрадае. Pundarik Vidyanidhi, he is an incarnation of King Vrishabhanu. А Пундарика Видянидхи является инкарнацией царя Вришабхану. He's known as the third branch of the Chaitanya tree. Он известен как третья ветвь древа Господа Чайтаньи. And Chaitanya Mahaprabhu, when Pundarik came to Navadvip, he embraced him for 3 hours. Когда Пундавика в виде нитки пришел на Навадвипу, то Господь Чайтанья и он обнялись и находились в объятиях друг друга в течение 3 часов. And Chaitanya Mahaprabhu was calling Bap, Bap, Father, Father, in the mood of Radharani. И в настроении Шримати Радхарани Чайтанья Махапрабху все время восклицал пап, 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 то есть отец, отец, отец. And he said that anyone who doesn't know who Pundarik Vidyanidhi is not a Vaishnava. И он сказал тогда, что тот, кто не знает, кто такой Пундарика Видянидхи, его нельзя называть Вайшнавом. So Pundarik Vidyanidhi appeared in East Bengal, in Southeast Bengal, the Chittagram district, in a place called Mekala. Пундарика Видянидхи, он явился в месте Мекала, в Чаттиграме, на юго-востоке Бенгалии. And
he was a wealthy landowner. Он был очень богатым землевладельцем. And he also, when he came to Navadvip, he built a very nice house there. И когда он пришел в Навадвипу, он построил очень замечательный дом. With all kinds of expensive furniture and vases. С различными очень дорогостоящей мебелью и дорогостоящими вазами. He also had, very opulent clothing and very long hair with oil, perfumed oil. У него были очень длинные локоны, свисающие, которые у мужчины были дорогими маслами. Была очень богатая одежда, которую он носил, кольца. So he externally seemed like a materialistic person. И внешне он выглядел как очень материалистичная личность. But the many Vaishnavas could understand he's an advanced devotee. Многие вайшнавы понимали, что на самом деле он очень, могли воспонять, что он очень продвинутый преданный. And once Mukunda Datta invited Gadadhar Pandit to come and meet Pundarik. И однажды Гададхар Пандит, он пригласил, то есть Мукунда Датта, он пригласил Гададхара Пандита посетить Пундарику Видянитхи. And when Gadadhar Pandit saw him, he thought this person is materialist. Когда Гададхар Пандит увидел его, он подумал, это какой-то материалист. But then Mukunda Datta recited a verse from the Bhagavatam about Krishna and Putana. And when Pundarik heard that, he fell into transcendental ecstasy. Затем, тогда, увидя вот такое отношение Гададхара Пандита, Мукунда, он процитировал стихи Шримад Бхагаватам, описывающие вот эту лилу Путаны и Кришны, как Путана хотела убить, как Путана она хотела убить Кришну. No, I don't recall exactly which verse, but Krishna sucked out her life air, treated her as mother, sucked her breast and sucked out her life air. Я не помню точно номер стиха, но что Кришна сделал, он принял ее как свою кормилицу, но одновременно он высосал жизненный воздух из груди Путаны, и таким образом она лишилась жизни. And she attained the spiritual world because she had served as a mother of Krishna, a nurse of Krishna, even though her intention wasn't proper. И хотя у нее были неправильные совершенно мотивы, и она хотела совсем другого, но поскольку она выступила в роли кормилицы Господа, то по милости Господа она достигла духовного мира, духовных планет. So anyway, Pundarik Vidyanidhi, he began rolling on the floor, and his clothing became scattered, his hair became scattered, the vases and cushions were knocked here and there. И услышав этот стих, Пундарик Видянитхи, он упал на пол, стал кататься по полу, вся его одежда, она была разбросана, все он разбросал, и волосы были растрепаны, и все вот эти вазы попадали вокруг него, все это пришло в беспорядок. And then Gadadhar Pandit understood this person is a great Vaishnava. И только тогда уже Гададхар Пандит понял, что это великий вайшнав. And he asked for initiation from Pundarik Vidyanidhi. И он попросил тогда у него инициацию, стать его учеником. Which is appropriate because Gadadhar is an incarnation of Radharani. И это вполне
подходящее, потому что Гададхар это никто иной, как сама Шримати Радхарани. And Pundarik is Vrishabhanu, King Vrishabhanu. А Пундарика это царь Вишвабхан, ее отец. There, ISKCON has got a temple there now at the birthplace of Pundarik Vidyanidhi. И ИСККОН приобрел землю там, в том месте, где явился Пундарик Видянидхи. Shri Pundarik Dham. И это место называется Шри Пундарик Dham. It's the first property that we acquired in Bangladesh, the first temple that we constructed there. Это было самое первый участок и первый храм, который был построен в Бангладеше. The local Hindus had started to build a temple, but they couldn't finish it, so they approached ISKCON and offered us to take over the management and if we would complete the construction. Местные браманы, они пытались, там начали строительство этого храма, но они не смогли его закончить, и они поэтому обратились с просьбой к ИСККОНу, чтобы ИСККОН это завершил и взял ответственность за этот храм на себя. So deities were installed there on this particular day, Basanta Panchami, by His Holiness Jayapataka Maharaj. I don't remember the year exactly, maybe 1982, 83, like that. И там были установлены божества как раз в этот день Васанта Панчами. И это 82-й год, 82, 83. Yeah, about 40 years ago. I can't remember, was it 1982 or 1983, but about 40 years ago. Около 40 лет назад, да, Джайапатака Махарадж, он именно взял на себя, он именно это сделал, это установил эти божества там. And gradually ISKCON acquired more land and, constructed guest house and other buildings. И дальше уже пошло расширение, ИСККОН он приобрел землю больше, построил гостиницу и другие сооружения рядом. Nearby also there are the Bhajan Kutirs of Mukunda Datta and Vasudev Datta, who also appeared in that area. И рядом находится также Баджан Кутир, Васудев Датта и Мукунда Датта в этой же области. All three of them, went to Navadvip to associate with Chaitanya Mahaprabhu. И все вот эти три личности, они отправились на Навадвипу тогда, чтобы встретиться с Чайтаньей Махапрабху. Those Bhajan Kutirs are also under the management of ISKCON. И эти два Баджан Кутира, они также находятся под руководством ИСККОНа. The old Bhajan Kutir of Mukunda Datta is still standing. Такой уже старый Баджан Кутир, он все еще там стоит. Mukunda Datta's. Мукунда Датты, да? Vasudev Datta's Bhajan Kutir was destroyed by the Pakistan army, but ISKCON built a new Bhajan Kutir on the same foundations and Jayapataka Maharaj installed the deities of Shri Shri Gaurnitai there. Баджан Кутир Васудева Датта был разрушен пакистанской армией, но ИСККОН он достроил его и даже установил там божества. Yes, so that's something about. Other than that, Pundarik Vidyanidhi, there's a famous story which is related in both Chaitanya Charitamrita and Chaitanya Bhagavat. История Пундарика Видянидхи очень известна, и они рассказываются в Чайтанье Бхагавате. This is a particular lila. I'm referring to one particular lila.
I'm not saying all the leelas. I'm saying one particular leela. И да, я только определенную лилу рассказал. А там больше описывается читание Бхагавати, там больше описывается Пундарика Виденитхи. Anyhow, this is the last lila in Chaitanya Bhagavat. Это последняя лила в читании Бхагавати. It describes how Pundarik Vijayanidhi, he went to the temple of Lord Jagannath in Puri on Odan Shasti, which is the first day of winter. Описывается последняя лила, как Пундарика Виденитхи отправился в Джаганнатха-Пури на празднование Одан Шашти, когда божествам одевают зимние одежды. And the deities had new clothes, but they were very stiff because there was starch in the cloth, and the pujaris hadn't washed it sufficiently so that the cloth became soft. И тогда божествам одевают обычно новые одежды, но эти новые одежды, они накрахмаленные, и поэтому они такие стоят торчком. И это, так сказать, их не стирают, чтобы сделать их мягкими, а оставляют именно вот в таком виде. And he was thinking in his mind, critically, why these pujaris haven't, washed their cloth enough? It's very stiff. И тогда у Пундарика Виденитхи в уме появилась критика, почему они одевают такую одежду, такая, которая не мягкая, а такая стоячая, такая грубая одежда. Then in the night, he had a dream in which Jagannath and Balaram came and started punching him in the face. И ночью он увидел сон, а во сне он увидел, как Господь Кришна и Баларама пришли и стали бить его по щекам. And they said, why are you criticizing our pujaris? И они приговаривали при этом, почему ты критикуешь наших пуджари? And when he woke up, his face was all swollen. И когда он проснулся, его лицо было опухшее, все лицо было опухшее. So this is famous lila involving Pundarik Vijayanidhi, and it shows that he was very dear to the Lord. И это очень интересная лила, которая связана с Пундарика Виденитхи, как Господь отреагировал. So Raghunath Das Goswami, one of the 6 Goswamis, Рагунат Дас Госвами, один из 6 Госвами. So he was from a very wealthy family. Он был из очень богатой семьи. His father was Govardhan Majumdar, his uncle was Hiranya Majumdar. Отца звали Говардан Маджумдар, а дядю Хирани Маджумдар. So he was the only son, so they wanted him to, inherit all the property and manage all the properties. Он был их единственным сыном, поэтому они очень хотели, чтобы по наследству все передалось ему, и чтобы он мог потом этим всем управлять. But he was very attracted by Chaitanya Mahaprabhu. He wanted to leave home and join the Lord. Но он уже тогда был очень привлечен Господом Чайтаньей Махапрабху и хотел оставить свой дом. So their parents got him married to a very qualified and beautiful girl, hoping to, tie him down in a grihastha life. Но тогда родители, они женили его на очень молодой, прекрасной девушке, надеясь таким образом привязать его к домашней, к семейной жизни. But he was always thinking how to escape. Но он все время думал, как этого избежать. Eventually he found the opportunity. Oh, let me say that while he was still a grihastha, Lord Nityananda came to Panihati, which was near his home.
Надо еще вот момент очень важный. Когда он стал грехасткой, то в это время Господь Чайтанья пришел в Панихати, который находился недалеко от его дома. So Lord Nityananda was with many associates. Господь Нитянанда был с многими последователями. So Pundarik, it's not Pundarik, I mean Raghunath, he went and he offered his dandavats. Рагунат Дас Госвами, он тоже пошел увидеться с Господом Нитянандой, и он в полном дандавате склонился перед ним. And he ordered Nityananda, told him, "You're a thief," and he said, "You have to feed all my associates." И он сказал, Господь Нитянанда сказал ему, ты вор, поэтому ты должен накормить всех моих спутников. So Raghunath arranged a huge quantities of chipped rice and dahi, and had it all offered to Krishna and fed all the associates of Lord Nityananda. И Рагунат Дас Госвами, он приготовил огромное количество плющенного риса, плоского риса с дахи, и этим всем накормил, предложил это все Кришне и накормил всех тех спутников и преданных, которые там находились. And during that pastime, Lord Chaitanya appeared in his Avirbhav feature, that, you know, when he's somewhere far away, but he can come to another place mystically and be present. И в этой лиле Господь Чайтанья в своей форме Абирбхавы, Абирбхава — это когда он находится в одном месте, но он проявляется в другом. Вот в этой форме он проявился на этом фестивале Панихати. And the two lords began to feed each other with chipped rice and dye, pushing it into each other's mouths. И два Господа стали друг друга кормить вот этим блюдом плоского риса с йогуртом. Some of the very fortunate associates could see that Lord Chaitanya was there. Others, they didn't see, but in any case, many saw. Самые удачливые могли увидеть эту картину, как два Господа кормят друг другу и прохаживаются между рядами, но не все могли видеть, многие не видели присутствие Господа Чайтаньи. So later, Raghunath Das escaped from his home and went to Puri. И позже уже Рагунат Дас Госвами, он сбежал с дома и отправился в Пури. And when his father found out, then he sent a lot of money and some servants. И когда его отец увидел это, он отправил тогда через своих слуг отправил деньги сыну. And a number of servants. И множество слуг также отправил к нему. So Raghunath was renting a house, and he would regularly cook, have a very nice prasadam cooked, and he would invite Lord Chaitanya. И в это время Рагунат Дас Госвами, он снимал какой-то дом, квартиру, и в этой квартире он регулярно готовил и кормил Господа Чайтанью. And Lord Chaitanya also put him under the care of Swarup Damodar. He's known as the Raghunath of Swarup Damodar. А Господь Чайтанья, он отдал Рагунату Дасу Госвами под опеку Сварупа Дамодара Госвами, поэтому Рагунат Дас Госвами получил имя Сварупа Raghunath of Swarup Damodar. Рагунатха Сварупа Дамодары. But after a couple of years, then he sent the servants back, and he stopped accepting the money. Но пару лет спустя он отправил этих слуг обратно домой,
и перестал принимать деньги от своего отца. And then Chaitanya Mahaprabhu inquired, he's not inviting me anymore. He asked Rup Damodar, why is that? И Чайтанья Махапрабху тогда спросил у Сарвадамадары, почему больше меня не приглашает Рагунат Дас Госвами? В чем причина? And he said that, Rup Damodar said, he was thinking that I'm becoming proud, always inviting Lord Chaitanya for prasadam. И Сарвадамадара ответил, что Рагунат Дас Госвами посчитал, что он может возгордиться от того, что регулярно приглашает самого Господа и кормит его каждый день. And then Srivadamodar said he's begging at the Singadwara gate. И он сказал далее, что он просит, попрошайничает у ворот Симхадвары. But then he stopped doing that also. Но затем он и это перестал делать. Because he is thinking, I'm like a prostitute, will this person, give me money? Will that person give me money? So he stopped that. Потому что он посчитал, что то, что он делает, это подобно как проститутка, которая постоянно ищет клиентов, так и я то ищу то одного, то второго, кто мне может дать денег, дать какое-то пожертвование, точнее. So he began to accept free food at the free food distribution booths. И он пытался найти просто место, где можно было, не прося, иметь возможность доступ к какой-то еде. There are some free food distribution points for poor people. Там было место, где раздавали бесплатно еду для бедных. But after that, he stopped doing that also. And then he would collect food from the gutter. Но затем он это перестал делать, и он стал собирать и пищу, выброшенную пищу, стал собирать. When at the end of the day, when the free food distribution booths close, if there's any prasad left, they throw it in the gutter for the cows. Когда вот эта свободная раздача заканчивалась, обычно то, что оставалось, они выбрасывали для того, чтобы это ели коровы. And he would collect what the cows didn't eat, then he would take it home and he would take that prasadam. И он собирал то, что коровы уже не съели, он забирал это домой, и это был его прасад. So one day Lord Chaitanya came there very silently, very secretly, and when he saw Raghunath was about to eat, he snatched some of the prasadam. И однажды Господь Чайтанья скрытым образом и тихо пришел в то место, где Рагунат Дас Госвами, он собрал этот выброшенный рис, и он схватил у него горсть этого риса. And then he began to eat. Raghunath was objecting, this is not suitable, my lord, but Lord Chaitanya said this is a most delicious prasadam, as if Radharani herself had prepared. Он стал это есть, и Рагунат Дас Госвами воскликнул, это не для тебя, мой Господь, но Чайтанья Махапрабху сказал, это самый лучший прасад, который я пробовал. Сама Шримати Радхарани, она готовила этот прасад. So in this way, he got very special mercy. He became very renounced and he pleased Chaitanya Mahaprabhu and he got very special mercy. И он таким образом очень удовлетворил Господа Чайтанья и получил его особую милость. Later, he went to Vrindavan, where he lived on the banks of the Radha Kund.
Позже он отправился во Вриндаван, и там он обосновался на берегу Радхакунды. And he would give discourses every day for several hours about the pastimes of Lord Chaitanya. И там он шло обсуждение игр Господа Чайтани в течение нескольких часов каждый день. And Krishnadas Kaviraj, he lived nearby, so he would regularly hear from Raghunath Das Goswami. Кришнадас Кавирадж Госвами, он жил тоже недалеко от этого места, и он имел возможность слушать то, что рассказывал Рагунатха Дас Госвами. So that's one of the sources of the information in Chaitanya Charitamrita, along with the diaries of Murari Gupta and Swarup Damodar. Это один из источников, откуда Кришнадас Кавирадж Госвами взял материал для этой книги своей, и также вторыми и другими двумя источниками были дневники Мурали Гупты Прабху и также Мурали Гупты Прабху и Дамодар и Сарв Дамодар Госвами. Записи. Okay, so that's something about these different Vaishnavas. Это кое-что о этих различных вайшнавах сегодняшних, которые отмечаются. So I think we'll finish there today. Я думаю, сегодня мы на этом закончим. Maybe one question, Doyle Nitai. Вот Дойл Нитай может попросить. Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Я хотел спросить про этого Кешава Кашмири, который предался Господу Чайтани, но я слышал, что он потом в комментарии Бхактивиданта Сарасвати в читании Бхагавати говорит, что он потом стал ачарьей Нибарка Сампрадай. И я потом нашел, что он там 33-м по счету идет. Почему он в другую Сампрадаю ушел? I would like to ask about Keshava Kashmiri. I heard that Keshava Kashmiri, when he became follower of Lord Chaitanya Mahaprabhu, then afterwards he took initiation in another sampradaya. He became some leader of Nimbark sampradaya. Why he left? Why he changed his place of service? I can't say, but all these sampradayas are closely interrelated. Nimbarka Sampradaya also worship Radha Krishna, and they're also quite, like the Gaudiya Sampradaya, our Sampradaya, they are also to be found in Vrindavan and in Bengal. Я не могу точно сказать именно в деталях, но между Нимбаркой Сампрадай и Гаудия Сампрадай есть очень большое сходство, что и те, и другие поклоняются Радхе Кришне. И поэтому с этой точки зрения можно сказать, что они между собой, так сказать, очень близки. И Нимбарка Сампрадай тоже их местом, их главным дхамой является Вриндавана Дхама. And also in Bengal, they're quite prominent. И в Бенгале тоже они очень известны. Whereas like Ramanuja Sampradaya we find in South India, and the Vishnu Swami more in the west of India. Как Рамануж Сампрадая, например, она больше Южной Индии, а Вишну Свами больше на западе Индии. North and west. И запад и север. Спасибо большое. Yes, Hare Krishna. Okay, so on a Monday, I hope to, continue for those who would like to participate. Я надеюсь, что в понедельник я смогу продолжить для тех, кто хочет участвовать. Hare Krishna. Харе Кришна. Шриле Прабхупаде ki jai. Yeah. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Yeah. Nitai Gaur Premanandi. Hare Krishna. Hare Krishna.